Обезьяна – с виду небольшое и слабое животное, но на самом деле это очень ловкое, гибкое и сильное существо, справиться с которым может далеко не каждый хищник. Обезьяны – территориальные животные и склонны действовать группой, смело и грозно защищая участок своей местности. В этом видео посмотрим противостояние обезьяны с другими животными. Обезьяна в действии. Горилла – самая крупная обезьяна из всех представителей отряда приматов. Когда такие великаны враждуют между собой, это выглядит очень эффектно. Они обладают огромной физической силой, имеют массивное сложение тела с очень развитой мускулатурой. Лев увидел вдалеке обезьяну и напал на нее, но с виду слабая обезьяна оказалась проворной и выносливой. Вскоре защита обезьяны перешла в свирепую атаку, где лев стал испуганной жертвой и не понимал, что происходит. Обезьяна гоняла льва по полю, не давая ему опомниться. Наверное, после такого случая лев будет стороной обходить всех обезьян. Для этого льва день оказался голодающим и непредсказуемым. Когда обезьяна пьет или принимает пищу, то лучше ее не трогать, ведь ей это может не понравиться. «Эй, наглец! Отойди от моей еды!» Обезьяна решила наказать обидчика и шлепнула пса по ушам. Возле водопоя маленькая обезьянка попала в зубы крокодилу, который также невелик в размерах. Крокодил – невероятно опасный хищник, у которого очень сильная хватка. Она всеми силами пытается вырваться из пасти зубастого хищника. Странно, что поблизости не было ее сородичей, которые могли бы помочь ей вырваться. Когда гориллы враждуют в зоопарке, то зрителям удается получить массу впечатлений. Удивительно, что стекло в этом эпизоде осталось целым. Хозяин с собакой прогуливался по аллее. Песик начал гонять обезьян и облаивать их, он уверенно доминировал над ними, а также демонстрировал всем присутствующим, что он здесь главный. Но одной обезьяне это не понравилось, и она показала наглому псу, где его место. Собачка ежесекундно оказалась возле ног своего хозяина, умоляя взять ее на руки. Прайд львов гонялся за обезьяной по скалам, но никак не могли ее поймать. Обезьяна-мать спасала не только себя, но и своего малыша, который находился у нее на плечах. Львы проявили небывалую настойчивость и все-таки поймали свою добычу. Две гориллы между собой не поделили еду, но другие сородичи сразу принялись разнимать и приструнять враждующих. Казалось бы, в таком месте полно еды, и что еще могло не понравиться этим двум гигантам, но у животных есть свое мнение на этот счет. Подходить близко к негостеприимной обезьяне – плохая идея. Собаки и обезьяны – это заклятые враги, и в некоторых городах происходят настоящие противостояния между собаками и обезьянами. В большинстве случаев собаки любят подразнить обезьян, в конечном итоге они убегают, поджимая хвост.
Бабуин забрал маленького детеныша у косули и залез на камень, чтобы мать не могла ничего сделать. Обычно гориллы конкурируют за внимание самок или нехватку пищи. Так как они живут группами, то агрессия встречается очень часто, и их стычки показывают невероятную мощь и силу, которой они обладают. С помощью ударов в грудь эти великаны показывают соперникам и потенциальным партнершам свою силу, а также общаются между собой. Гориллы пускают в ход не только лапы, но и мощнейшие челюсти, сила сжатия которых составляет 128 кг, и которые способны перекусить практически все, что угодно. Лучше никогда не злить этих мускулистых животных. Обезьяна решила проучить наглую собаку и окунула ее в воду. Затем вмешалась другая собака и практически сразу приняла сеанс акваланга. Первая собака даже забыла, в какую сторону нужно плыть. Бабуин догнал и схватил малыша антилопы, а мать попыталась отбить его, но лишь получила несколько подзатыльников. С такими слабыми толчками у нее ничего не получится. Между двумя гориллами начался конфликт, и вероятнее всего у одного из них просто не было настроения, так как еды вокруг предостаточно. Услышав шум, пришел вожак группы, и все сразу успокоились, как будто бы никакого конфликта не было. Обезьяны не любят собак, а коты не любят обезьян. Этот кот сразу дал понять обезьяне, что играть ни в какие игры он не собирается. Группа бабуинов напала на маленького олененка и гонялась за ним, но мать отчаянно мешала наглым приматам совершить задуманное. К счастью, им удалось убежать и скрыться. Вы думаете, горилла никого не боится? А вот и нет. Вы только посмотрите, как этот огромный и мускулистый великан убегает от обычного гуся. Гусь атакует гориллу с такой уверенностью, будто перед ним находится какое-то слабое существо. Похоже, этому великану очень страшно жить в одном вольере с такими недружелюбными соседями. Эта обезьяна восприняла хорька как животное, с которым можно весело поиграться, но хорек – это хитрый, ловкий и опасный хищник, который самостоятельно добывает себе питание в дикой среде. Хорек швырнул обезьянку так быстро, что она даже не успела понять, что произошло. Затем он начал выматывать ее, вертелся словно бабочка вокруг цветка, и когда она потратила еще больше сил, он совершил очередной бросок. Невольно начинаешь думать, откуда у такого маленького зверька так много энергии. Победа за хорьком, и хотя обезьянка еще немного сопротивлялась, это уже не имело смысла, ведь на помощь хорьку пришел его сородич, а вместе они страшная сила. Собака попыталась украсть еду у обезьяны, а это плохая идея. Приматы практически сразу объединились в группу и в моменте атаковали наглого пса. Вероятно, лев уже начал представлять, как обедает, но этой обезьяне ничего не оставалось, как пойти на прорыв, и она это с успехом сделала.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.